1, 2, 3. Так, надеюсь, меня слышно будет и видно. Алиса, стоп. Я всех приветствую, товарищи. Я проверял качество звука. В прошлый раз у нас было очень тихо. В этот раз, наверное, будет очень громко. Если кому-то очень громко, то пишите заранее. Не ждите, не терпите. Давайте со мной построже. У нас с вами прямой эфир, как обычно, по пятницам в 6 часов вечера по Москве. Вы мне задаете вопросы в текстовом режиме, я стараюсь отвечать. Я программист, немного менеджер, немного в прошлом бизнесмен, может быть в будущем когда-нибудь еще раз снова. Чем смогу, тем поделюсь. Поехали. Спрашивает Дариан или Дориан. В одной IT-компании за баги в продакшене с разработчиков удерживают часть зарплаты в качестве штрафа. Насколько это нормально? Я бы, если честно, действовал еще строже. Я бы не часть зарплаты удерживал, а всю зарплату бы удерживал за баги в продакшене. Но тут я, конечно, шучу и утрирую. Я думаю, что необходимо установить связь между качеством продукта, который разрабатывает команда, и денежной компенсацией, которую она получает. Если такой связи нет, то, сами понимаете, управляемости нет. Но штрафовать разработчиков за баги, которые попали в продакшн, это, конечно, безграмотность менеджмента. Штрафовать разработчиков – это неплохо. Наказывать программистов, наказывать сотрудников, наказывать команду – это неплохо. Это нормально и это должно быть. Должен быть баланс между наказанием и поощрением. Если наказания нет, а есть только поощрение, то это приводит к очень быстрой деградации команды. И наоборот, если есть много наказания и нет поощрения или мало поощрения, то это тоже приведет к негативным последствиям. Должен быть баланс. Но за что наказывать? Вот главный вопрос. За баги, конечно же, нет, потому что баги – это не вина разработчика. Разработчик производит баги. Разработчик пишет программу вместе с багами. Это часть его рабочей инструкции. Это его должностные обязанности – создавать дефекты. Дальше должны быть тестеры, которые эти дефекты находят, вылавливают, документируют и отправляют обратно разработчику на доработку и исправление. Должны быть системы контроля качества, юнит-тесты, статические анализаторы, интегрейшн-тесты и всевозможные другие тесты, которые предотвращают попадание багов в продакшн. Если все эти системы настроены плохо, то в продакшене мы увидим дефекты. Кто должен страдать за это? В первую очередь архитектор, человек или команда, которые ответственны за настройку всего пайплайна. Вот этих людей, безусловно, нужно привязывать финансово к количеству багов в продакшене. А программистов нужно финансово привязывать к количеству кода, который они написали. Чем больше ты написал, тем больше мы тебе заплатили. Я могу показаться в этом случае человеком, который утрирует специально ради красного словца. Но это не так. Я действительно считаю, что программиста вполне себе можно и нужно поощрять и премировать за объем кода, который он написал. Но обязательно понимайте, что это должно идти в комплекте с очень тщательным и подробным пайплайном, который не пропускает код от программиста в продакшн. То есть мы должны с одной стороны штрафовать архитекторов или архитектора за дефекты в продакшене и поощрять программиста за объем кода, который он написал. Надеюсь, ответил на вопрос. У меня больше и подробнее об этом есть в лекциях, которые, кстати, сейчас публикуем мы на этом же канале, которые я читаю в университете. Курс называется SQM, Software Quality Metrics, и там мы обсуждаем вопрос дефектов в том числе. И я подробнее об этом рассказываю. Посмотрите. Может быть, будет полезно. Следующий вопрос. Как ты отчитываешься перед Huawei по своему проекту? Требуют ли демонстрации прогресса? В каком виде? Просят ли пояснить объективность выделяемого бюджета? Определены ли сроки, рэперные точки? Сергей, это не стартап. Это огромная корпорация. И в ней, к моему удивлению,
Менеджмент устроен не так, как в небольших командах, к которым я привык и с которыми я работал до этого 30 лет подряд. В больших корпорациях, как оказалось, никаких рэперных точек и никаких бюджетов, и никаких прогрессов, и демонстраций, и такого жесткого контроля, о котором ты говоришь, его нет. И дело не в том, что его нет, он есть. Он существует. Безусловно, есть системы и процессы, которые попросят тебя предоставить отчеты, попросят написать тебе подробные PowerPoint-презентации на 80 страницах. Ты все это будешь делать. Но это ни на что влиять не будет практически. Это не будет приводить к снижению бюджета, это не будет приводить к увольнению, к наказанию, к переформатированию работы, к сокращению персонала. Никаким образом это одно с другим не связано. Эти процессы происходят. Сокращение, увольнение, перераспределение. Но они не потому происходят, что ты написал какую-то презентацию не так. Или наоборот так. И не потому тебе дают деньги на какие-то расследования, потому что ты такой умный. Или потому что ты сделал такую классную презентацию. Тебе дают деньги, потому что сверху нужно выдать деньги. Сверху появились деньги, эти деньги нужно распределить. И дальше выбирают, давайте возьмем тех, кто умеет писать презентации. Давайте между ними распределим. Этот написал чуть лучше презентацию, этот чуть лучше. Примерно между ними распределим 60/40. Но мы все равно распределим. Мы все равно выдадим эти деньги, потому что они уже пришли сверху. Это как планирование в государстве. Есть годовой бюджет, его нужно потратить, он выделен. Хорошую ты презентацию сделал, рэперные у тебя точки, не рэперные, ты все равно будешь жить. Я бы даже сравнил это, может быть, не только с государством, с семьей, допустим. Представь, что муж выделяет детям и жене деньги и требует отчет. И жена приходит и говорит: я потратила на картошку столько денег, на морковку столько, на сметану вот это. А здесь мы заплатили за электричество, за газ, а вот эти я деньги потратила на ужин с подружками. И он ей говорит: я недоволен. И что? Он с ней не разведется, он деньги не перестанет ей давать, он детям не перестанет выделять все, что есть в семье, это все равно все общее. Это все равно и так жены, это все равно и так детей. Это все один большой организм. Между ним и внутри этого организма происходит процесс перераспределения активов, перераспределения капиталов. При этом, как себя вела жена или как себя вели дети, безусловно, как-то влияет на то, насколько это распределение будет в их пользу. Но трудно себе представить, чтобы муж сказал: я вам в следующем месяце вообще ничего не дам, денег не дам, живите впроголодь, потому что вы плохой отчет мне написали в прошлом месяце, или вы как-то меня огорчили. Немножко повлияет, но не сильно. Так что прямой ответ на вопрос, я бы сказал, что да, мы делаем, конечно, демонстрации, все это делаем, но это больше процессы, чем результатоопределяющие события. Следующий вопрос. Находите ли вы деньги хорошей мотивацией для работы и не только? И дальше. Хотели бы вы зарабатывать очень много денег? Хотел бы, чтобы очень много людей давали мне свои деньги. Вот так. Потому что много денег – это в первую очередь внимание людей к тому, что ты делаешь. И, конечно, хотелось бы, чтобы приходило много людей и говорило: как здорово, что то, что ты делаешь, нам нравится. Когда у меня, например, книги покупают, мне приятно, потому что это много разных людей. И каждый из них тратит свои небольшие деньги на то, что я создал. Это приятно. Конечно, хотелось бы, чтобы было таких людей не несколько сотен или тысяч, когда книги продаются, а несколько миллионов. И все бы они были благодарны. Это, конечно, заводит. Это, сильнейший наркотик. Куда более сильный, чем все остальные. Это ощущение востребованности твоих результатов. Это заводит по максимуму творческого человека. А просто много денег. Давайте возьмем много денег. Я не очень понимаю, какие я при этом получу ощущения. Наверное, если бы лотерея, допустим, да, пойти завтра выиграть в лотерею 10 миллионов долларов. Здорово, наверное, но я не могу сказать, что я буду огорчен, безусловно, я буду очень рад, но, наверное, не это возбуждает.
Дальше. Должен ли программист заниматься уборкой своей квартиры, или каждый должен делать то, на что учился? Занимаюсь ли я уборкой или вызываю клининг? Ну, я вызываю клининг, потому что я так сам не уберу хорошо, и каждую неделю мне приходится пользоваться услугами уборщицы. Но я не против того, чтобы убирать самостоятельно, и думаю, что детей нужно воспитывать в формате убери за собой свое рабочее место, свой стол, помой сам посуду, убери свой велосипед, помой свой велосипед. Мне кажется, что это воспитывает только хорошие качества. Так я думаю. Дальше вопрос. Я совершил ошибку, пишет Владислав, и создал привычку лениться. Как вернуть себя в рабочее русло и заставить работать много часов в день, так, чтобы это стало нормой? Не знаю, не подскажу. Я думаю, что если у вас есть привычка лениться, то вам просто неинтересно то, чем вы занимаетесь. Попробуйте поменять деятельность и найти то, чтобы вас возбуждало. Вы же что-то делаете, пока ленитесь. Вы же чем-то заполняете свое время. Вы смотрите телевизор, или вы читаете книги, или вы играете в футбол. Наверное, это вас возбуждает и заставляет радоваться жизни. Найдите что-то, чтобы также вас радовало. Так, тут вопрос про Японию. Вы много знаете о культуре китайского IT? Я не могу сказать, что я много знаю об их культуре, но сталкивался немного. Дальше, что скажете по поводу Японии? Почему в стране со схожей культурой относительно слабо развит IT-сектор? От чего зависит развитость IT в стране? Я не думаю, что сейчас в 21 веке, в 2025 году можно вообще всерьез говорить слово «страна» и пытаться этой категорией оперировать при анализе происходящих вокруг нас событий. Что-то происходит в Японии, а что-то происходит в Индии, а что-то происходит в Германии. Но это синтетически созданные образования, точнее не так, органично рожденные когда-то образования, но давно превратившиеся в синтетические картинки на карте, которые совершенно не определяют ход вещей, совершенно не определяют то, что происходит. Если, как вы говорите, в Японии не развивается IT, значит, Microsoft, а также Google, а также Intel, а также Apple, а также Facebook нужно, чтобы в таких-то территориях, например, в Японии, IT развивался вот так. Вы спросите лучше, почему, давайте зададим вопрос, почему им это нужно. Это вопрос имеет смысл. Но пытаться обвинить Японию в этом и поставить под удар японского программиста и сказать, что это у него там что-то не развивается. Нет, не в этом дело. Дело не в стране. А в чем, я не знаю. Но точно не в стране. Не нужно Японию считать страной. Это давно не страна. Это регион на глобальной карте тех же IT-процессов. Как быть, следующий вопрос Дмитрий задает, как быть, если интерес к задаче максимален на ее старте, а потом спадает и приходится заставлять себя ее доделывать? Вы знаете, у меня то же самое. И я недавно прочитал, что это синдром нарциссизма или нарцисса. Точнее, мне рассказали об этом. Покритиковали меня и сказали, что это свойство нарциссов, нарциссических устройств личности, нарциссического психотипа. Это люди, которым очень нравится триумф, который они испытывают на старте, когда у них хорошо получается, они берутся за новое дело, с удовольствием его начинают, у них обычно успехов много на старте, а потом необходимо переключаться в режим рутины, и здесь уже триумфа поменьше, и здесь уже внимание к твоему старту ослабевает у аудитории и у тебя самого. И тебе хочется переключиться на что-то новое. Ты думаешь, там-то будет лучше, там опять фанфары, там опять арка триумфальная, в которую я буду въезжать как, пускай не победитель, но тот, на кого возлагают надежды, как на будущего победителя. Так что это, возможно, некий синдром психологический. Старайтесь себя заставлять, по крайней мере, я так делаю. Старайтесь себя в режим рутинных операций переводить в ручном режиме. На автопилоте вы туда не влетите.
Вы на автопилоте влетаете в первые дни или первые часы или первые месяцы задачи. А потом вам нужен ручной режим, на котором вы поведете себя в горизонтальном полете какое-то время. Так, наверное. По крайней мере, так я с собой пытаюсь делать, и у меня плохо получается. Как вы относитесь к тому, спрашивает Владислав, что Трамп грозит заморозить деньги Гарварду за отказ снизить долю иностранцев? Это же мягкая сила США, мозги Китая, Индии, родные страны теряют таланты. Я, опять же, не думаю, что Трамп является субъектом мировой политики. Он является актером мировой политики, через рот которого мы слышим лишь проценты небольшие от того, что на самом деле мы могли бы услышать и узнать о том, что происходит. Почему Гарварду замораживают и какая в этом выгода Трампу? Ну, мы можем список написать, почему это может быть выгодно Трампу и людям, которые за ним стоят. Ну, от самого примитивного, просто в Гарварде работает команда, которая сейчас должна быть вытеснена из Гарварда, и ее должны заменить люди Трампа, например. Вот и все. То есть сидят там люди, которые греются на этом бюджете гарвардском, который очень немаленький, уже многие годы. Их нужно заменить, поставить своих людей, которые будут, теперь они будут зарабатывать. Как это сделать? Ну, давайте объявим Гарвард врагом, который что-то нарушает. Что? Ну, давайте найдем, вызовем секретаршу и скажем, найди какой-нибудь повод. Она найдет. А дальше выступим по телевизору, на Твиттере и скажем, что это... Ну, и дальше вы видели сами. Это первая, самая простейшая догадка того, что может происходить. Ну, можно придумать, например, Гарвард... Ну, какой-то грант, например, есть на обучение сотрудников. И, например, какой-нибудь условный Илон Маск собирается работать активно с каким-то сегментом внутреннего рынка. И под это дело заставляет эту волну, точнее, не Илон Маск лично, а весь этот коллектив, который стоит там, он начинает гнать волну в сторону давления на иммигрантов. Может быть, им нужны какие-то беспорядки внутри Америки, связанные с иммигрантами, которых там очень много. Давайте как-то эту подогреем, эту новую тему, разожжем ее. Как? Ну, можно, конечно, убить иммигранта на улице, но уже убивали. Вроде бы это, может быть, себя исчерпала эта тема. Давайте какой-нибудь иммигрант, не знаю, попадет в аварию или что-нибудь у кого-нибудь украдет. Тоже, может быть, не работает. А давайте массово, давайте сразу 10 тысяч иммигрантов обидим. Замечательно. Они, может быть, выйдут на улицы. Кому-то это выгодно. Может быть, это против Трампа будет в итоге. Ну, в общем, можно фантазировать. Ну, сами понимаете, мы вообще не в теме. Мы не знаем, что на самом деле. Но пытаться принять это за чистую монету, принять то, что нам говорят, за реальное объяснение происходящих событий, это просто безграмотно. Вам показывают самый кусочек картины. Вот представьте, картина на стене висит, и вам показывают 1 квадратный сантиметр. И на этом квадратном сантиметре все черное. И вам говорят, вот такой мир, вот он весь черный. И вы смотрите, и действительно, 1 квадратный сантиметр черный. Это же кошмар. Ну, это просто кусочек платья на картине, на которой нарисовано, не знаю, праздник, и люди радуются жизни. А вы видите черный квадратик. Так и здесь. Так, идем дальше. А то я про политику, если начну, то... Как определить, кто ты, джун, мидл или сеньор? Мне все говорят, что я сеньор, но я как-то не считаю себя таковым. Мне кажется, что я ничего не знаю, как с этим бороться. Ну, вы сами напрашиваетесь на ответ, чем, конечно, вы больше чувствуете себя недостаточно компетентным, тем, наверное, выше ваш уровень компетенции, потому что вы способны оценить себя относительно окружающего вас пространства. Джуниоры, они не способны, потому что у них кругозор пока еще узкий, и они не знают, что бывают еще, например, другие языки программирования. Он выучил один язык, PHP, и понимает, что это... потолок возможностей. Но он не знает, что есть еще и функциональные языки, есть еще и что угодно есть. Но если вы знаете широко, то, наверное, это правильно. Пускай у вас это чувство и ощущение остается, что вы мало знаете. С ним и идите вперед. У меня оно каждые несколько дней пробивается, и я понимаю, что
Ну, конечно, его культивировать особо тоже не стоит, потому что вы можете в какой-то момент просто потерять интерес к обучению, понимая, что объем знаний бесконечен вокруг вас, и вы никогда не будете знать все, и даже близко не приблизитесь к тому, чтобы знать большую часть того, что вас окружает. Ну, пытайтесь искать свою нишу, сужайте объем вашего прицела, сужайте объем тех знаний, которые вы потенциально можете в себя впитать, и там у вас появится надежда. Какие языки подходят под определение правильного ООП, согласно Elegant Objects, не считая EOLang? Все языки подходят, объектно-ориентированные, если в них использовать только ограниченный набор фич, ограниченный набор функционала. И JavaScript подойдет прекрасно, и Java подойдет, и Python подойдет. Если вы из него уберете то, что не должно там быть в идеологии ООП. Например, null references. Уберите их из Java, и у вас получится куда более правильный ООП, чем та Java, которую вы имеете. Но мы хотим создать язык EOLang, из которого не нужно будет ничего убирать, который сразу идет в такой из коробки, что вы только правильный, только красивый объектно-ориентированный код сможете писать. В этом идея EOLang. Мы убрали из него все, что нам кажется неправильным и не имеющим места в ООП. Посмотрим в итоге, к чему это приведет. Дальше. Недавно у Кирилла Маккевина вышел обзор на лекцию про ООП. Смотрели ли вы этот обзор? Планируется подкаст. Да, мы с Кириллом записали подкаст недели 1.5 назад, и он обещал, что он его опубликует в ближайшие недели 2-3, так что ждите анонса, думаю, что скоро будет. Мы там только про ООП говорили, достаточно технический разговор получился, часа на 2 с чем-то. Надеюсь, он его подсократит, и, может быть, что-то интересное для вас будет. Учусь в магистратуре и не знаю, на какую тему ВКР взяться. Хочется, чтобы ее результатом было что-то полезное. Чем бы занялись на моем месте вы? Ну, вы знаете, я такое количество этих ВКР посмотрел, и такое количество студентов через меня уже прошло за 3 года с этими ВКРами, с дипломными даже работами. И это в основном все одно и то же. Люди не делают то, что им ставится как задача, им это не интересно, не нужно, не выгодно. У них интерес только на старте. Вот как у вас сейчас. Вы сформулировали, я хочу задачу, которая будет интересна, но поместите себя на год вперед, когда вы год не будете заниматься этим ВКРом, будете заниматься своей основной работой все это время. Потом у вас останется 3 недели до завершения этого ВКР. И вы начнете в попыхах кое-как что-нибудь делать. Вот это будет ваш ВКР. К чему я веду? Ваша курсовая работа или дипломная работа должна быть тем проектом, за который вам платят. Тем проектом, на котором вы получаете зарплату. Тогда у вас получится сделать правильную дипломную работу, правильную курсовую работу. У меня было именно так. Я, когда защищал дипломную работу, она у меня была описанием того, что я внедрял за зарплату на одном из промышленных предприятий Украины в то время. И мне было легко это делать, потому что я весь год занимался внедрением своей системы, а в конце я просто написал короткую пояснительную условно записку на 70 страницах, где рассказал, как это все происходило. Я писал ее менее недели. И пришел на диплом и, конечно, защитил его. Мне было очень легко. Делайте так же. Не ищите тему. Тема должна быть с вами. Тема должна уже быть с вами. Вы должны ею уже жить. И если у вас нет такой темы к концу 4 курса, то у нас с вами разговор должен быть об этом. Если вам нужна такая тема, если вы не знаете, чему посвятить свою жизнь, то можете спросить это здесь, можете прийти ко мне, написать мне в Телеграме, и я вам подскажу, я вам предложу темы, которыми мы занимаемся. И мне кажется, им стоит посвятить, может быть, не всю жизнь, но 5-10 лет точно. И если вы ее выберете, то вы начнете посвящать ей свою жизнь, и автоматически будет у вас ВКР по той же теме. Дальше. Вопрос звучит так. Вы говорили, что взаимозаменяемый узкоспециализированный сотрудник – это идеал, но при социализме поощрялось разностороннее развитие. Не видите ли вы противоречия?
Ну, при социализме, я думаю, что при социализме были разные стадии, фазы социализма. Был социализм, если мы говорим о Советском Союзе, то, наверное, был социализм ранний, после революции 17 года, который только строился. И в это время, конечно, нужны были просто люди, способные что-то делать по новой системе, по новому формату, за новые деньги, за новые пряники. Если раньше народ работал движимый вперед либо нуждой, либо алчностью, то революция предложила им новый формат и сказала, давайте мы будем двигаться вперед исключительно желанием трудиться. Ну и, конечно, какое количество людей вдруг внезапно могло сказать «да, точно, и я теперь буду хотеть...» Ну, те, которые были в нужде, они хотели просто, чтобы их накормили. Дайте мне еду, в гробу я видел этот труд как таковой. Я натрудился уже, я тружусь с 12 лет. Пришла новая власть и сказала, ты больше не будешь в нужде, мы тебя не хотим видеть тебя нищим, точнее, не хотим видеть тебя беднее, чем остальные. Мы все будем либо одинаково бедные, либо будем одинаково чуть выше этого уровня. Ну и, конечно, все бедняки, они хотели не трудиться, а просто быть выше уровнем, просто наесться. А те, которые были алчностью движимые всю дорогу до этого, то они, буржуи в прошлом, или середняки, или там кулаки, то они, конечно, просто за труд, просто за то, чтобы в конце дня вытереть пот со лба и вымыть руки и лечь довольным спать, и все. Вот все вознаграждение. Ты просыпаешься с утра, трудишься целый день, устаешь, и ложишься спать. И в этом твое счастье. Ну, какой капиталист поймет? Он спросит, во-первых, я не хочу трудиться, а во-вторых, а можно так, чтобы завтра я проснулся и не трудился, а только ел, пил, так целый день. Ну, сами понимаете. Так что, наверное, на этом этапе развития социализма нужны были любые люди, любые кадры. Если ты вчера был биологом, то сегодня ты водитель комбайна. Это сойдет. Лишь бы ты трудился, потому что некому было трудиться. Я так это понимаю, то время. Потом, ближе к Второй мировой войне, я думаю, что как раз стали нужны специалисты. И тогда специалистов заказывали, привозили из Германии узкого профиля. Нужно было копать уже вглубь. Нужно было страну индустриализировать. Нужны были уже станки, комбайны. Недостаточно просто хлеб собрать. Нужно было построить электростанции, построить что-то более сложное. И тогда появилась узкая специализация. Потом война, опять все вернулось в ситуацию разрухи. И опять, видимо, нужны были люди, которые умеют делать все. Я не историк, но мне кажется, это было вот так, волнообразно. Так что я не вижу здесь противоречия. Я все равно сейчас выступаю за узкий профиль, за узкую специализацию. Особенно для айтишника. Я понимаю, что айтишнику будет выгоднее быть узким специалистом сейчас. Выгоднее финансово. Вы просто больше заработаете, если вы будете знать вещи глубоко, определенные. Ну, особенно с приходом ChatGPT, особенно с приходом искусственного интеллекта. Искусственный интеллект в первую очередь бьет по специалистам широкого профиля, бьет по джуниорам, бьет по людям, которые решают задачи, уже решенные до них, которые можно найти в интернете. Эти люди будут с рынка удаляться в первую очередь. А глубокие специалисты, которые знают тонкости, их ChatGPT долгое время не сможет победить. Так что будьте именно такими. Следующий вопрос. Что думаете насчет создания операционной системы, основанной на ООП-подходах? Есть ли такие примеры и какие перспективы? Я слышал, что такую операционку делали даже в России. И у меня есть на канале интервью даже с автором такого проекта. Посмотрите. И вам будет интересно послушать об этом. Я не уверен, что это может работать в текущих аппаратных реалиях. Все-таки железо у нас, и процессоры, и память не объектно-ориентированные. И это накладывает свои ограничения. И как бы вы ни хотели построить красивую объектную модель вокруг своих задач и ожиданий, вы все равно должны будете приземлиться на вполне себе императивное процедурное программирование в терминах байт взял, байт отдал. Байт достал из памяти, байт положил в память. Сложил, умножил, поделил. Это
философия вычисления в таких терминах, ей много лет, и она никуда не уйдет. Так что я не верю особо в перспективу возможности таких операционных систем, пока не появится то ли какая-то принципиально новая интересная идея трансляции объектов в команды на ассемблере и в ячейки памяти. И мы думаем в этом направлении. И если у вас есть идеи и желание поработать в этом направлении, приходите к нам, пишите мне, я вас состыкую с командой. Нам интересно найти ответ на этот вопрос. Можно ли написать программу, состоящую из чистых объектов, немутабельных, закрытых, без наследования, без нуль референсов, то есть они должны быть объекты, которые не могут изменять свое состояние в процессе жизни. А потом эти объекты каким-то образом переложить на команды нашего классического x86 ассемблера. Этот вопрос нас очень беспокоит, и мы хотим на него найти ответ. Либо появится аппаратура, которая сразу будет понимать объекты. Не нужно будет на ассемблер их переводить, а можно будет сразу на какие-то команды какого-то магического процессора, который поймет, что такое объекты, что такое инкапсуляция, что такое наследование, сабтайпинг, что это такое объекты. Пока ни по одному, ни по первому, ни по второму пути, как мне кажется, наука не прошла еще. Некоторые называют вас инфо-цыганом. Что бы вы ответили этим людям? Да я же не продаю ничего, поэтому чего я инфо-цыган? В какой-то степени я инфо, да, безусловно, можно назвать меня инфо-цыганом. Да как угодно называйте, лишь бы это вам пользу приносило. Если вам полезно то, что я говорю, то давайте я буду инфо-цыганом. Меня это не обижает. Сколько часов в неделю вы работаете над своими проектами? У меня все проекты свои, поэтому я работаю... Просыпаюсь, включаю компьютер и работаю. Выключаю компьютер и спать ложусь. Так примерно. Такое количество времени. Что думаете о HTMX? Для справки, HTMX — это JavaScript библиотека, которая расширяет HTML возможностью отправлять AJAX запросы и обновлять часть страницы без полной перезагрузки и реакта. JS-библиотека, которая расширяет HTML, это все равно JS-библиотека. Я думаю, никогда не видел ее, но думаю, что в какую-то такую сторону нужно двигаться для того, чтобы HTML поменялся, чтобы появился HTML6 условный. И в этом HTML6 должны появиться фичи какие-то из этих реактов и всех остальных фреймворков. Мы должны сделать его более подходящим под такие реактивные веб-сайты типа трейдинговых сайтов, где мы открываем одну страницу, с нее никуда не уходим, по ней двигаем мышкой, и там все происходит. Мы имеем дело с одним большим приложением. Или, допустим, Gmail. Вы Gmail открываете, и вы никогда рефреш страницы не делаете. Вы нажимаете, и там все под капотом на JavaScript происходит. Нужно, чтобы HTML поддерживал это более удобно, чем HTML5 это позволяет делать, чтобы количество JavaScript снижалось в итоге. Вы согласны, что использование Large Language Models притупляет страх синдрома самозванца, но вместе с этим понижает уровень самокритики и саморефлексии? Да, согласен. Вы все правильно подметили. Так это и есть. Я все больше и больше завишу от этих LLM-ок. Я многие задачи сейчас уже не берусь решать даже. Просто не берусь. Открываю код, понимаю, что мне нужно сейчас будет сделать. Я даже не пытаюсь, я сразу иду в Claude-код, говорю ему, что сделать. И он худо-бедно, шатко-валко, с проблемами, с ошибками, но он это делает. И да, я чувствую себя уверенней с таким инструментом. А прошло всего 3 месяца, когда он появился, в конце февраля. Так, дальше Иван говорит. В предыдущем видео вы сказали, что фронтенд технологии это неправильно. Как, по-вашему, правильно делать веб-приложения со сложными UI? Только что мы про это поговорили. Я бы делал бы их все равно. Вы меня... Конечно, я не UI-эксперт, вот так. Я не фронтендер. Я не делал таких приложений, как Telegram, например, в вебе и как Gmail.
Такого у меня опыта нет. Но я бы все равно, если бы мне такой проект дали, я бы старался делать так, чтобы количество JavaScript было там минимально. Пытался бы максимально опираться на CSS, на HTML. Ну и писал бы, может быть, какой-то свой даже фреймворк я бы сделал на jQuery. jQuery мне нравится. Мне кажется, это штука хорошая, которая просто упрощает JavaScript запросы. Манипуляцию с домом она упрощает. Манипуляцию с деревом объектов. Куда-то я туда бы шел. Потому что я пробовал React несколько раз. И мне кажется, это не самая лучшая технология. Так, дальше. Что вы думаете по поводу 16 leadership principles от Амазона? Я, к сожалению, не знаю, что это за принципы, поэтому не смогу ответить на этот вопрос. Но если вы уточните, хотите, хотя бы один какой-нибудь сбросьте, то я на него отвечу. Так, посмотрю, что в ВК, какие у нас вопросы. Там у нас 15 человек смотрит. Давайте прочитаем. Так, вопрос про ООП. Звучит он так. Есть интересный доклад от Джека Дидриха «Stop Writing Classes». Он с явным неудовольствием рассказывал про горе кодеров, которые раздувают код до нескольких тысяч строк кода, хотя можно тоже уместить в десятки строк. Сложно не согласиться, что большое количество строк кода – это не asset, а liability. Рассматриваешь ли ты возможность пересмотреть свои взгляды на продуктивность, чтобы не измерять ее количеством строк кода? Еще раз скажу, что я... Как бы это ни звучало радикально, я за то, чтобы измерять работу программиста объемом, не качеством, не красотой, а объемом. Вот он написал много, молодец, написал мало, не молодец. Написал 10 тысяч строк кода за месяц, такая зарплата. Написал 30 тысяч строк кода, в 3 раза больше зарплата. Вы мне скажете, так, конечно, я сейчас сяду и напишу 30 тысяч строк. У этого постулата есть... продолжение. Все это так, нужно платить за строчки кода, если у нас настроена система приемки этих строк кода, и она жесткая. Она настолько жесткая, что написать плохо будет очень сложно. И все. Если вы настроите так систему приемки, что она будет отбраковывать некачественный код, то дальше платите человеку за объем. Если же вы будете мотивировать программиста на качество, будете требовать от него правильного кода, будете требовать от него писать аккуратнее, писать без багов. Причем, я говорю, вы, имеется в виду, что вы как менеджер. Вы будете рядом с ним сидеть, вы будете его наказывать, вы будете его напрягать этим отношением своим, вы будете говорить ему, что ты плохо программируешь, вы будете говорить, что вот когда ты будешь лучше программировать, тогда я заплачу тебе больше зарплату, ты еще пока джуниор, а вот сидит рядом синьор, он на 10 лет с тебя старше, поэтому ему зарплата больше, ну потому что он пишет более глубокий код, более продуманный, а этот говорит, так я больше пишу кода, я джуниор, но я написал в 10 раз больше, чем этот дядька старый. А тебе говорят, нет, ты все равно джуниор. Так не сработает. Почему? Потому что вы программисту ставите непонятные, недостижимые и неизмеримые критерии, по которым он должен работать. Он не понимает точно, чего вы от него хотите. Что такое красивый код? Что такое хорошо написанный код? Что такое продуманный код? Кто это будет измерять? Это невозможно измерить. Это субъективщина, это вкусовщина. Ваша задача как менеджера настроить жесткую систему роботов, которые не понимают, что такое красиво и некрасиво. У них есть жесткое формальный протокол, по которому они принимают. И тогда программист с этой стороны, джуниор, не джуниор, синьор, не синьор, неважно. Он будет в эту систему биться со своим кодом. Он, конечно, будет пытаться написать больше. Конечно, он будет писать больше строк. Вы же ему сказали, мы за них платим. Конечно, он будет пытаться туда вставить большой объем. Но там же будут проверки. Там будут проверки на дубликаты. Там будут проверки на покрытие тестами. Он написал много кода. Так этот весь же код должен быть покрыт тестами. Там же должно быть не просто coverage тестирование, еще и мутационное тестирование. А мутационное тестирование легко выявит код, который по объему большой, но по смыслу может быть сокращен.
Мутационное тестирование будет эти моменты выявлять, и человеку придется писать тестов больше, придется тестировать свой раздутый код. Он сам поймет быстро, что он делает работу лишнюю. Он пишет, а система его не принимает, отталкивает. И он в итоге прекратит этим заниматься. Он начнет писать меньше, он будет писать, он будет писать правильно, он будет писать сразу так, чтобы его принимали, чтобы ему давали деньги. Вот так должно работать. Я, может быть, повторился, но... Так, тут вопрос, вот тоже Максим спрашивает, почему Zerocrat недооценивает маленькие pull-реквесты, меньше 20 строк, ведь маленький PR предпочтительный. Есть определенная граница. Вот 20 строк и меньше, есть ощущение, что эти pull-реквесты, они не являются полноценным контрибьюшеном в код. Если вы делаете contribution в код и в нем так мало строк, то возникает вопрос, где ваш юнит-тест? Вы в 20 строк сложили и модификацию кода, и юнит-тест? Сомневаюсь, это редко такое возможно. Обычно что-то одно маленькое, например, изменение в коде, и тогда нужен большой тест, который покроет ту мелочь, которую вы добавили. Или наоборот, вы делаете большое изменение в код, но тогда тест короткий, потому что он более такой интеграционный. Вы много добавили, большую фичу внесли, и вам достаточно теста из пары строк. Но в сумме это все равно будет больше, чем условные 20 строчек кода. Поэтому в Zerocrat такая простая логика. Если у вас маленький pull request, он дает вам небольшой бонус, но не такой, как за полноценный pull request. У меня нет научного подтверждения этих цифр. Это просто некая эмпирическая, такая из головы пришедшая цифра. Как вы относитесь к MBA для роста в технического менеджера? MBA не даст вам рост, он даст вам знакомство. И вроде бы все знают, что это для знакомства, а не для прям роста в технического менеджера. Технического менеджера вам даст рост знакомства с другим техническим менеджером, который ваш начальник. Вот вы хотите вырасти в менеджера, вы должны дружить с другими менеджерами, которые повыше вас уровнем. Тут я немножко, может быть, шучу, вы не про это спрашиваете, вы говорите, как вам скиллы набрать, да, как вам разобраться, что такое менеджер, и кем должен быть CTO, да, какие он должен иметь качества для того, чтобы быть грамотным CTO. Вы посмотрите на CTO современных компаний, посмотрите на людей, которые на этих позициях находятся. Они же абсолютно технически некомпетентны. Но они просто, это PowerPoint инженеры. Они ни в чем не соображают, ни в чем не понимают. У меня был недавно случай, я не помню, рассказывал здесь на канале или нет, у меня был случай, где меня познакомили представили меня двум архитекторам нового продукта. Один архитектор, а второй какой-то продакт-менеджер, что-то такое. Один назывался technical architect, или, в общем, какое-то такое слово архитект там было, а второй был продакт-менеджер, или продакт-онер. И вот они мне говорят, мы делаем новый продукт, который должен быть AI-driven, AGI, A2A, все термины, которые знали, все сказали. И этот рассказ продолжался пару минут. Я это все внимательно слушал. Я их перебил и говорю, а давайте просто посмотрим на ваш продукт. И все, покажите мне его, show me. Они говорят, no problem. Открывают компьютер и открывают PowerPoint. И там квадратики. И вот они мне начинают показывать PowerPoint. Я говорю, я это уже видел. То есть я понимаю, что это такое. Покажите мне сам продукт. Они переглядываются и не знают, где у них продукт. Там должен быть URL какой-то. Они должны зайти на какой-то сайт, но они не знают, куда зайти. И вот они начинают искать судорожно. Один у другого спрашивает, где этот URL, куда нам заходить. Они находят, наконец, этот адрес, заходят туда, пытаются залогиниться, подбирают какие-то пароли тестовые, заходят туда и дальше не знают, что делать. Куда нажимать, на какую кнопку, как вообще это все работает, для чего это, как этим пользоваться. Они не в курсе, они сами не кодеры, они не юзеры, они никто. Это просто обезьянки. Просто обезьянки. На их месте может быть любой. Это клоуны. Они стоят на своих позициях, и они абсолютно взаимозаменяемые. На их месте может быть любой. Робота можно поставить, Оптимуса от Илона Маска. Он будет даже лучше справляться с этой задачей. Он будет кивать, улыбаться, он будет вежливый, но они некомпетентны. Если вы хотите в это вырасти, а это и есть современный CTO,
то тут не нужны MBA. Здесь что-то другое нужно. Причем качество этого PowerPoint у них очень низкое. Это не то, что он открыл PowerPoint и смотришь на него и прям радуешься, что ты с такими людьми работаешь рядом и ты с ними знаком. Нет, это PowerPoint, который сделан левой ногой, шрифты сползают, квадратики разного размера, цвета все разные, стрелочки в разные стороны, все перепутано. Ты его останови на этом PowerPoint, на любой странице, пока он свою речь CTO-шную в твои уши вливает. Останови и скажи, а что значит вот этот квадратик справа вверху? Он же не знает, он не ответит, он не понимает, что значит конкретный квадрат. Он нарисовал их просто 40 штук на диаграмме и выглядит серьезно, выглядит круто, много их. И дальше так тоже по вертикали. Следующего так запутывает, их даже не надо запутывать. Они даже не пытаются распутаться. Они друг другу не задают вопросы, что значит этот квадратик. Им комфортно вот в таком формате работать. Если вы хотите туда, то зачем вам MBA? Он не поможет вам никак. Вам нужно просто ближе к этим людям быть. Вам нужно, чтобы они вас выбрали, и они с вами дальше шли по карьерной лестнице. Дружить, короче, нужно. Пиво пить, ходить, обсуждать рыбалку, детей, жен, этим заниматься. Это дорога в CTO. А MBA вам только даст знания и представления и ожидания о том, чего нет. Вы вернетесь в реальный мир, начнете там рассказывать об управленческих стратегиях, начнете им Друкера цитировать, а они будут на вас смотреть как на больного. Вы только оттолкнете себя от них. Вы должны быть таким же идиотом, как они. Тогда вы быстро и тесно будете интегрированы в эту дружную семью CTO. Спрашивает Злата. Как воспитать Павку Корчагина в современном обществе? Злата, мы этот вопрос сделаем философским и обсудим через несколько минут, чуть попозже. Вопрос прекрасный, я не знаю пока на него ответ, но я подумаю, и мы в конце обсудим. Так, идем дальше. Пользуетесь ли вы какими-то средствами организации, например, Google Календарь? Не было ли у вас такого момента, что хотелось бы иметь больше, чем 24 часа в сутках? Я использую Google Календарь, да, это вот единственный мой инструмент, которым я пользуюсь. Ну и заметки, я просто пишу последовательно, что нужно сделать, и все. Я перепробовал массу инструментов, массу за всю свою профессиональную жизнь. Ничего не помогает, ничего не работает. Я действую по интуиции, по наитию. Я чувствую, что вот это нужно, я чувствую, что это важно. Я много в итоге упускаю, пропускаю, забываю, но к чему-то в итоге прихожу. Ну, я просто доверяю своей интуиции, что сейчас мне кажется наиболее вот важным и острым. Ну и стараюсь делать вещи, которые наиболее тяжелые. Вот то, что кажется таким большим и тяжелым, мне за него хочется взяться вот в первую очередь. То, что нужно будет с трудом поднимать, но зато когда поднимешь, окажется, что ты много сделал. Я мелочи делать не очень люблю. Если у меня 15 задач на день или даже 5 задач на день, то я себя чувствую некомфортно. А если у меня одна задача на день, то это куда более интересно. Так, дальше текст такой. Долго работал за границей, Германия и Эмираты. Сложилось впечатление, что работу там искать легче, чем в России. В России интервью жестче, спрашивают детальнее. В целом уровень IT сильнее. Поделитесь мнением. Да, я тоже соглашусь с этим. Я тоже какой-то опыт имею, работы в Голландии, в Америке. Там уровень в целом ниже, да. Уровень айтишников. Кроме, конечно, крупных компаний, типа Google, типа, может быть, Amazon. Там интервью такое же примерно, как у нас в IT-сфере, у крупных компаний тоже. Ну, мы копируем оттуда. Я думаю, что это так примерно происходит. Ну, понимаете, есть IT-периферия, а есть IT-центры. Так вот, IT-центры – это Калифорния и Москва. И какой-нибудь, наверное, Шэньчжэнь, Пекин. А Германия – это никакой не центр. Германия – это IT-деревня. Там мало новизны.
Там мало инноваций, там мало инвестиций, там мало риска. Там все медленно, спокойно и без фантазий. Поэтому там и людей поменьше, и интервьюируют их послабее. Дальше вопрос. Работаю программистом и часто сталкиваюсь с ситуацией в небольших компаниях, что все говорят, что тесты нужно писать, но коллеги не пишут и даже смеются. Что это такое? Да, они просто не умеют. Просто не умеют, вот и все. Это одна причина только. В ситуации, когда не пишут тесты, других причин не верьте им. Если вам говорят, у нас нет денег, у нас нет времени, заказчик за это не заплатил, у нас нет... Но это все равно как ехать на велосипеде, у которого спущены колеса. И вы говорите, давайте накачаем, а они вам говорят, у нас нет времени. Будем ехать так. Времени накачивать нет. А вы им говорите, так мы быстрее поедем. А он говорит, нет. Почему? У него просто насоса нет. Он просто не знает, как накачать. И все. И вам рассказывает истории. Времени нет, денег нет. Сейчас это не важно. Это все. У него просто нет насоса. Не верьте ни во что другое. Пишите сами тесты, да и все. Просто понимаете, что рядом с вами сидят инвалиды. Они некомпетентны. Они не понимают, как это делать. Простите их за это. Пожалейте. Это люди, у которых нет насоса накачать колеса. Дальше. На работе один из лидов некомпетентен как инженер. Открыли нам Америку. Мы только обсудили про этих лидов и менеджеров. Они все некомпетентны как инженеры. Но у вас один такой. Хорошо. Вместо аргументов давит авторитетом и повторяет свою позицию, не пытаясь вникнуть в проблему. Как можно действовать, чтобы изменить ситуацию? Саботировать. Саботаж. Это единственный способ борьбы с дураками-менеджерами. А они практически все дураки. Вы должны их просто саботировать. Как это саботировать? Улыбаемся, киваем, совсем соглашаемся и ничего не делаем. Делаем вид, что мы согласны, но в реальности делаем 1% от того, что могли бы делать. Вот и все. Называется саботаж. Вы, как итальянская забастовка, или как она еще называется. Вы просто но пропускаете усилия. Вы не должны в сопротивление входить. Вы не должны с этим вашим некомпетентным менеджером вступать в полемику. Вы не должны ему доказывать. Он выше вас по управленческой лестнице. Власть у него. Ему эту власть дали. Он эту власть будет использовать против вас до последней капли. Вы проиграете, если вы вступите в любой конфликт с ним. Никаких конфликтов. С начальниками конфликты категорически запрещены. Исключаем их под любым предлогом. Но саботаж – это совершенно прекрасная техника. Она бесконфликтная, она мягкая, она не вредит настроению в коллективе. И менеджеры тоже это понимают. Он сам понимает, что вы делаете. Он понимает, что он дурак, он понимает, что он некомпетентен, он понимает, что он на вас все, чем может давить, так это авторитетом. Он это использует. Вы в ответ улыбнулись и сказали, вы правы, я сделаю все правильно. Мы сделаем, как вы говорите. На самом деле, логика в этом есть. Хорошо подмечено. И ушли заниматься своим. И он думает, слава Богу. Слава Богу, он никому не сказал, и мне в том числе, что я дурак. Какой хороший парень. Он не выявил этот мой недостаток. Он же знает свой недостаток. Он знает, что он некомпетентен. Он завидует вам, что вы разбираетесь, что вы понимаете, что вы делаете, что у вас есть профессия в руках, что вы чего-то стоите. А он ничего не стоит, он обезьянка, его могут заменить в любой момент. Он просто сидит на этом месте и кивает головой и передает команды сверху, с верхнего начальства вниз. И все, это вся его функция. И тут вы ему показываете это, вы ему говорите, ты обезьянка. Как он на это среагирует? Ему же некомфортно. Конечно, он будет воевать. Так что только саботаж. Дальше вопрос. Пишу автотесты, вижу, как их легко может писать AI. Как думаете, профессия автоматизатор тестирования вымирает? Нет. Я тоже пишу тесты с помощью AI, но то, как он делает тесты, мне очень часто не нравится. И я не уверен, что он сможет делать их всегда хорошо. Какие-то простенькие тесты, да. Иногда бывает так, что просто покрытия не хватает, и я ему говорю, слушай, добавь тесты на те функции, которые не покрыты. И он мне по шаблону понимает, что нужно сделать, и добавляет их. Но профессия не умрет. Умрут джуниоры, умрут, не умрут физически, но они перейдут в какую-то другую профессию. Их будет меньше.
таких, кто поверхностно разбирается. Конечно, вместо них легко справляется AI без проблем. Дальше. Сейчас во многих компаниях пошла история, что нужно делать AI PDLC. Я думаю, что это Product Development Life Cycle, я так подозреваю. Но при этом менеджеры категорически отрицают, что AI тут, или ИИ, я так думаю, тут ни при чем во многом, а их текущие процессы оставляют желать лучшего. Что с этим делать? Ну, не знаю, как я уже сказал, менеджеры, они всегда будут отрицать, они будут отстаивать свою компетентность, они будут защищать свои цепи. Им нечего другого защитить. Это люди, которые в состоянии постоянного страха живут. Это люди, которые знают свою бестолковость. Они понимают, что они... Я сам был таким. Я рассказываю это не потому, что я их ненавижу, а потому, что я был таким не один год. Я понимаю, как это быть менеджером у программиста или у IT-команды, толком не понимая, что они делают, не разбираясь в технологиях. И потом мне это надоело, и я взял книги в руки и стал изучать. И стал разбираться лучше. Но вот я помню, как это этим менеджером быть, который, он просыпается и молится, чтобы все пошло хорошо. Он молится, чтобы все заработало. Он просит у Вселенной помощи. Чтобы начальник его не наругал, чтобы его не уволили, чтобы не сократили его проект, чтобы дали ему бюджет. Он даже сам не может презентацию для бюджета сделать. Он рисует PowerPoint презентацию, не зная, что туда добавить. Он вставляет эти квадратики не потому, что он злодей и хочет нас запутать, а он не знает, что туда поставить. Причем технологии сейчас меняются быстро. Вчера это был AI, а сегодня это AGI. А послезавтра это будет A2A, новый термин, Agent to Agent. Он слышит Agent to Agent. А что такое Agent? Он не знает. Он слышал презентацию от фирмы Google там, про какое-то слово Agent. Он ловит это, жадно своим менеджерским мозгом, ловит эту информацию. Но она не укладывается у него в голове, потому что там нет системы. Он же не имеет образования профильного. Он набирается этих терминов, и боится, чтобы его раскрыли. Понимаете? А тут вы пытаетесь ему доказать. Вот вы говорите, я ему говорю, что AI тут ни при чем, а ваши процессы, и дальше ругаетесь. Ну, вы его бьете по больному, вы колите его как зубной техник без наркоза, прямо в нерв. Ну, конечно, он вскрикивает, и он вас сметет, он будет делать все, чтобы вас поставить на место. Не делайте так, не показывайте менеджменту, что они некомпетентны. Саботируйте тихо, мягко. Он дурак, и замечательно. Пускай только зарплату платит. Улыбайтесь ему, он в итоге выберет вас как кандидата для повышения. Просто потому, что вы молчали, когда все остальные показывали ему, какой он дурак. Так, дальше вопрос. Почему hardware engineers менее востребованы, чем software engineers? Или это не так? Вот смотря где, смотря на какой территории. Я думаю, что есть компании, где наоборот. Нет, я не считаю, что это так. Мне кажется, сейчас вопрос hardware, он острее начинает становиться. Он как будто бы возрождается. Какое-то время казалось, что да, железо это просто по закону Мура ускоряется. Мы его делаем. И как будто бы все должны быть software-инженерами. А сейчас оказывается, что, может быть, железо определит будущее многих компаний. Так что так не скажу, чтобы были программисты нужнее, чем хардверщики. Дальше. Нужно ли выбирать язык, фреймворк по их свойствам, например, скорость? Или код теперь пишет ИИ? Имеет ли это значение? Ну, нужно выбирать по свойствам, да. Думаю, что это важно. Такой вопрос немножко абстрактный, так что не скажу. Следите ли вы за обновлениями PMBOK? PMBOK. Как считаете, применима ли эта методология управления проектами к творческим процессам, с написания книг, создания фильмов? Вы знаете, Саша, к сожалению, я последнюю редакцию PMBOK не прочитал. А я знаю, что там поменялось очень многое. И я все планирую этим заняться, но все никак не сделаю и не сделаю. Мне очень нравилась предыдущая версия, где были эти process areas, где были
фазы, ну, в общем, где вот эта табличка, где строго все. По-моему, они это все как-то перестроили. Я боюсь разочароваться. Может быть, поэтому я не читаю. Боюсь прочитать там то, что будет пропитано духом agile, и я разочаруюсь. Я за менеджмент как инженерную практику. Я за то, чтобы менеджмент был разложен на компоненты, на строгие правила и на строгие процедуры, так как мы раскладываем, допустим, полет на самолете. Мы не летим на самолете по agile. Мы летим по строгим правилам. Да, есть какой-то элемент творчества в этом. Спросите любого пилота, он вам скажет, что бывают ситуации, когда нужно приложить творческий некий, творческую искорку добавить. Но сколько этих ситуаций, сколько нужно этого творчества там? 1%, все остальные 90%, 99%, это штурвал, это тысячи кнопок, это тысячи инструкций, это все делается по жестким правилам. И там даже автопилот стоит, который даже убирает человека, потому что человек может со своим творческим началом помешать самолету долететь до пункта назначения. То же самое с менеджментом. Команда – это как самолет. У нее много кнопок, у нее много рычагов управления, но они все подчиняются строгим правилам. Я категорически против того, чтобы управлять самолетом по наитию. Из любви к команде, из любви к процессу, из наличия в себе лидерских качеств. Я вот лидер, и поэтому я сяду в самолет, и мы полетим. Не полетим мы, не долетим. Не нужно нам здесь лидеров в самолете. Нам нужен человек, который очень хорошо понимает, как работает самолет, нажимает на нужные кнопки, и иногда, когда самолет попадает в какую-то зону турбулентности, он может взять штурвал в свои руки и немного подкрутить, потому что он понимает, что да, такое-то правило можно нарушить в таких-то ситуациях. Вот такая аналогия, мне кажется, очень уместна. Так, тут спрашивают, как приобрести книгу. К сожалению, книги пока закончились, которая Angry Tests. Ее можно купить на Амазоне, в России пока нет, весь тираж закончился. Но если есть большой интерес, то давайте попробуем еще тираж напечатать. Но это будет не завтра, а, наверное, через какое-то время, потому что нужно набрать некий интерес у аудитории, опять набрать покупателей. Дальше. Как вы относитесь к тому, чтобы с помощью ArcUnit автотест запретить наследование в проекте? Прекрасно отношусь. Если вы это сделаете, будет замечательно, вы поможете своему проекту. ArcUnit прикольный инструмент, мы тоже его используем в нескольких проектах, и в книге Angry Tests я про него тоже написал. Я даже списался с авторами этого фреймворка, когда писал книгу, показал им фрагмент из книги, где про их фреймворк, они его прочитали, дали свои комментарии, подкорректировали, и в итоге книга вышла. Очень рекомендую. Дальше вопрос. Говорят, что айтишники хорошо зарабатывают, все относительно. Да, мы можем купить новый iPhone. А как купить квартиру в Москве без ипотеки, оставаясь в найме? Никак не купить. Вы думаете, что вы хорошо зарабатываете. Вы думаете, что вы средний класс. Вы думаете, что жизнь ваша достойна вас, а вы достойны ее. Но это не так. Вы по-прежнему пролетариат. Вы по-прежнему униженные и оскорбленные. Как это было и 100 лет назад, и 200 лет назад, и 1000 лет назад. И я вместе с вами. Мы все получаем крохи от того, что мы реально производим. Остальное все забирает небольшая кучка людей, небольшое количество людей, которые не заслуживают ничего. Заслуживают, чтобы их отправили в Сибирь рубить лес. А мы с вами кодим и не знаем, как купить одну квартиру из 50 метров квадратных за всю жизнь в Москве. Но это абсолютно несправедливо, при том, что имеются люди, у которых этих квартир и не 10, и не 100, и даже не 1000. Ну, это мы опять к вопросу о капитализме, социализме, к нему возвращаемся. Но проблема современного общества в том, что вы, такие как вы, вот задающие этот вопрос, и я вместе с вами, не готовы к восстанию. Мы не идем на баррикады, потому что нас накормили, потому что мы усыплены, наша бдительность усыплена. Мы больше не создаем кружки марксистские.
Мы не собираемся по ночам в цехах, мы не встречаемся об этом поговорить. Соберите группу айтишников, группу программистов за пивом и послушайте, о чем они говорят. О чем угодно, кроме социальной несправедливости. Да, даже не айтишников. Соберите группу людей, которые куда менее обеспечены, чем мы с вами. Таксистов, продавцов в универмагах. Они говорят об этом? Нет. Даже они думают, что социальная справедливость вполне себе в обществе существует. А это я еще говорю про Россию, где, мне кажется, социальной справедливости больше, чем, например, в Америке. В Америке это совсем кошмарная ситуация. Там расслоение огромное, и там огромные слои населения просто действительно живут, в таком полуживотном формате, едва-едва сводя концы с концами, но при этом выживая. При этом, конечно, они с голоду не умирают. Но среднее состояние американца – это наличных денег у него всех. Не только тех, что в кошельке, а тех, что на банковском счете, тех, что, не знаю, под кроватью. Суммарно у него всего денег $500. Таких семей огромное количество в Америке. Семей, людей. У меня есть знакомый, профессор в Америке. Профессор. У него бывает иногда $1000. Осталось всех капиталов. Все накопленное его состояние на его момент жизни. Вот он, потому что он делал какие-то инвестиции, он как-то там активно существовал, но тем не менее. И это окей для Америки. То есть человек, который в Америке имеет savings, имеет аккаунт, на котором что-то накопилось, это уже из ряда вон выходящая ситуация. У нас вроде бы в России, я за айтишников говорю, мне кажется, как-то получше. Так, дальше. Тут говорят, у вас много проектов, амбициозные задачи. Какая цель в этом? Что вами движет в работе? Мне интересно этим заниматься. Я не воспринимаю это как работу. Я не воспринимаю это как рабство, как необходимость. Я это воспринимаю как то, что мне интересно. А что вами движет, когда вы, не знаю, идете кататься на виндсерфе или на лыжах? Что вами движет? Вот я, например, не понимаю, что движет людьми, которые катаются на лыжах. Вот мне недавно прислал знакомый, может быть, он даже слушает меня, прислал знакомый ссылку на дайвинг. Дайвинг в Таиланде. Какой-то крутой, интересный дайвинг, красивые фото, там все так шикарно. И он говорит, вот хватит, мол, сидеть за компьютером. Вот это важно в жизни. А то, говорит, так жизнь пройдет, что ты и не нырнешь в такую красоту. А я вот не понимаю, зачем это нужно. Вот я у него хочу спросить, что тобой движет туда нырять? Вот ваш вопрос повторю. А какая цель в этом? Мне вот непонятно. Нырнул ты, вынырнул, красиво. И какой созидательный элемент у этого? Ты чего создал-то? Надели на тебя этот скафандр, ты нырнул, поплавал там, посмотрел на рыбок, вынырнул. Ты какой был, такой и остался. Никчемный. До этого, не про него, он хороший парень. Но какой ты был на старте этого ныряния, такой ты и вынырнул. Может быть, тебя там осенило что-нибудь по дороге, и ты подумал, я сделаю вот такой Java фреймворк. Вынырнул и пошел делать. Но если ты какой нырнул, такой и вынырнул и пошел спать, я не понимаю в этом смысла. Вот вы меня спрашиваете, какая цель в созидательном труде? Сам труд и есть цель. А вот какая цель в нырянии с аквалангом, мне неведомо. Так, можете ли вы посоветовать магистратуру в России? Не смогу. Я не думаю, что их очень много таких прям топовых. Но выбирайте из лучших университетов. Иннополис, ИТМО, МФТИ, МГУ, Бауманка, Вышка, безусловно. Вот я вам перечислил до десятка их. И любую идите и поступайте. Я не думаю, что аспирантура или магистратура вам даст. Аспирантура это другое. Но я не думаю, что магистратура вас обучит чему-то. Не ожидайте. Вы не купите знания. В этом же главный трюк инфо-цыган. Вот вы меня обзываете инфо-цыганом. Главный трюк инфо-цыган всех. Они продают, пока мы верим в то, что можно купить себе судьбу, купить себе знания, купить себе карьеру, купить успех. Мы
люди мира денег, мира капитализма, поверили в эту замануху. Мы знаем, что все можно купить, любой предмет, товар, любовь, людей, все можно купить. А значит, можно купить и знания, значит, можно купить и успех. И покупаем, платим этим инфо-цыганам. Они этим пользуются. Так же и вы. Магистратура – это тоже своего рода инфо-цыгане. Только более крупные, с красивой вывеской, но суть там та же. Вам дают за ваши деньги знания, делая вид, что вы их получаете, а вы делаете вид, что вы научились чему-то. И потом с этой корочкой счастливые приходите к работодателю и узнаете, что вы никому не нужны. Сами учитесь. Если вам нужна корочка, просто диплом магистратуры, то тогда формулируйте вопрос по-другому. Тогда спросите, какой диплом получить легче всего, при том, чтобы он был наиболее котируемый. Вот я бы так для себя вопрос ставил. Куда мне пойти, чтобы меня там особо не напрягали, чтобы мне дали хороший диплом, который я везде могу показать. И у меня было бы свободное время на изучение того, что мне нужно изучать. То, что мне нравится делать, и то, что мне нравится изучать. Так, мы заканчиваем потихоньку. Дайте я посмотрю, может быть, что-то интересное есть, и я его пропустил. Вот мне пишут, перестань про jQuery говорить. Это в 2025 году, это жестко. Я на нем пишу, мне нравится, мне он достаточен, меня он устраивает. Я не фронтендер, да, но мне кажется, это... Может, я действительно так сильно ошибаюсь, может, я отстал уже. Ну, тогда простите. В чем суть мутационного тестирования? Вот в книге Angry Tests я попытался посвятить этой теме целых 5 страниц. Вам нужно ее прочитать. Так, ну все, давайте вернемся к нашему философскому вопросу, который задавала Злата. И звучит он так. Как воспитать Павку Корчагина в современном обществе? Ну, кто такой Павка Корчагин, наверное, зрители должны знать. Это герой книги «Как закалялась сталь», которую написал Островский, который во многом повторил судьбу своего героя, Павки Корчагина. Это человек, который отдал здоровье даже не за революцию, не столько за революцию, сколько за построение нового мира после революции. Когда пришли к власти большевики, ему было лет, наверное, 17, и он участвовал в борьбе со старым мышлением человеков и в построении нового общества, в том числе своими руками. И на этом построении потерял здоровье. Они занимались такими авральными стройками, где нужно было и в мороз, и в холод, и в жару заниматься тем, что руками и строить, и бороться с вредителями, и не спать, и не есть, потому что не хватало ни еды, ни сна. И он умер рано. В результате, и что интересно, так как говорит история, он уже писал эту книгу, будучи тяжело больным, писал не рукой, а диктовал свою книгу о Павке Корчагине, которая во многом автобиографична. Диктовал сиделке, которая была возле его кровати, и рассказывал историю своей жизни, пытаясь ее сформулировать в виде книги «Как закалялась сталь». А потом отправил эту книгу почтой в издательство. И она была потеряна. Потеряли книгу. Не дошла почта, и все. И он написал ее заново. Вы понимаете, насколько в человеке... А вы мне тут про выгорание рассказываете. Как, он спрашивает, избавиться от выгорания? Он был еще и при этом слепой. Он потерял зрение, он не мог ходить, у него были проблемы с опорно-двигательным аппаратом, там что-то он застудил нерв или что-то такое случилось, что он не мог встать с кровати и не видел, зрение ему отказало. И он один раз надиктовал книгу, а потом заново диктовал ее снова. И вот вопрос, да, как нам воспитать человека, который бы, ребенка, видимо, Злата спрашивает, потому что как-то касается подрастающего поколения, как воспитать человека, который бы не про выгорание думал, не про то, он спрашивает, как себя, значит, замотивировать
заниматься трудом. Как он мотивировал себя писать эту книгу? Он же мог лежать просто и в потолок смотреть. Он же мог не заниматься всем этим построением нового общества. Он даже не увидел это общество. Он умер, по-моему, в 21 год или что-то такое. Рано очень умер этот человек. Как воспитать таких людей? Ну, я думаю, что если это ребенок, то ну, я скажу, наверное, банальные вещи, наверное, примером своим, но трудно такой пример показать, если вы живете уже сейчас в обществе потребления и в обществе не альтруистов, не людей, которые отдают себя другим людям, а в обществе людей, которые забирают. И это является главным критерием успеха в современном мире. Сколько ты смог отобрать у других? Как много тебе дали, как много тебе подарили, как много ты заработал, как много ты получил, то ли от компаний, то ли от инвесторов, то ли от начальства. Не то, как много ты создал, не то, как много ты людям отдал, не то, как много ты услуг оказал, а цифрами, деньгами в обратную сторону. Иногда это, конечно, связано. Иногда, безусловно, деньги, как мы начинали сегодня наше общение, с того, что деньги, конечно, это важный критерий для оценки твоего вклада в социум. Но деньги обезличены очень часто, и мы оцениваем человека по конечным цифрам. Если у него много денег, будь он криптотрейдер какой-нибудь, который никакой пользы не принес. Он просто сволочь, которая нашла удобный момент для обмена одной цифры на другую цифру и таким образом сформировала для себя пару миллионов долларов. Ну, его нужно просто расстрелять. Вот как Павка Корчагин умер сам, так вот этих криптотрейдеров нужно просто, мне кажется, всех на Соловки отправлять, и там они пускай лес рубят. Ну, трудно нам воспитать Павку Корчагина, если вокруг нас вот окружает то, что нас окружает. Он же ребенок, он же смотрит на критерии, он же хочет быть, он хочет быть успешным, он хочет, чтобы его люди лайкали, он хочет, чтобы его ценили, ему это важно. И, конечно, он будет смотреть вокруг. И вы, Злата, в одно лицо его не воспитаете, не получится. Вы будете говорить ему что-то, но чем больше вы будете ему говорить о самоотдаче, самоотверженности и великих целях, тем больше он будет вас презирать. Он будет думать, что вы либо пытаетесь его обдурить ради каких-то своих личных целей, может быть, чтобы он вас слушался или чтобы он как-то выполнял вашу волю, как обычно дети думают про родителей. Либо он будет думать, что вы не в себе, что вы просто не понимаете, в каком мире вы живете. И тогда он будет вас не просто презирать, а еще и жалеть, думать, что вы не в повестке, не в контексте. Ну, надо брать ребенка и увозить куда-нибудь в лес, в какие-то... Я думаю, что в какой-то степени в России возрождается эта тема. Я думаю, что возрождаются организации молодежные, возрождаются... не знаю, пионер-лагеря, возрождается какое-то такое движение, где детей собирают и заставляют трудиться вместе. И показывают им, что ты ценен для нас только тогда, когда ты нам помогаешь, когда ты нам себя отдаешь. И неважно, кто у тебя родители, неважно, каким ты приехал в этот трудовой лагерь. Вот нас 30 человек, и если ты костер разжечь не смог, и если ты не укрыл своего соседа своей курткой, то на утро мы к тебе так и относиться будем. И ребенок должен это почувствовать в коллективе, таких же, как он. Но где взять такие коллективы? Вы же понимаете, что кого-то в этот коллектив привезут на джипе, а кто-то придет пешком или на трамвае. И дети это будут понимать. Так что нет у меня совета для вас. Я думаю, что такие люди, как Павка Корчагин, рождаются при смене контекста, при смене окружения, при смене идеологии вокруг. Тогда они сами появляются. Может быть, этот Павка Корчагин или Николай Островский, попади он в современный мир, он бы вырос таким, как мы все, таким, как современные дети. Он бы листал тиктоки и надеялся на то, что его лайкнут больше, чем соседний аккаунт. И это его будет смысл жизни. Вот собрать побольше лайков. А каким? Потому что этому его научит общество.
Так что, Злата, на грустной ноте заканчиваем. Не подскажу я вам, как помочь в этой ситуации.